Людмила Вячеславовна, ну если все-таки человек заболел, помимо гриппа, ведь вот это зимнее-осеннее время, да, Да. оно считается время сезонов ОРВИ. Как определить, грипп это ОРВИ, имеет ли это в принципе большое значение и отличается ли механизм лечения в этих случаях? Вы знаете, что грипп, что, как вы их называете, ОРВИ, то есть острые респираторно-вирусные инфекции, это заболевания вирусной природы. И поэтому не столь важно отличать тогда, это надо заранее, вот когда вакцинируете, надо тогда беречь. А здесь в чем? В принципе, лечение будет однотипно, но грипп более токсичен, то есть протекает более тяжело. Это всегда высокая температура, это интоксикация, когда буквально головные боли и, может быть, рвота. У маленьких детей грипп протекает и с поносом, с болями в животе. Ребенок от первых 2 лет жизни очень трудно отличить, что у него, кишечная инфекция или грипп, даже вот так. Потому что так протекает. И тяжелее протекает, конечно, у детей младшего, более младшего возраста. Вот это особенность, то, что выражен врачи, есть такое врачи-понятие – первичный инфекционный токсикоз. Для родителей, объясняю, тяжелое состояние, когда мобилизуются все системы, и может в любой момент быть поломка, и что приведет даже к неблагополучному такому исходу. Поэтому это серьезное заболевание. Но что бы ни было, вирусная инфекция или грипп начинается, делайте таким образом. Это должен быть сразу постельный режим, изоляция, как я уже сказала, проветривание обязательно и обильное питье. Вот оно, что при вирусных инфекциях, что при гриппе. Единственное, в чем отличие, когда вот тяжелое состояние видите, то тогда, конечно, дать препараты, которые эффективны при гриппе. Но это не родители решают, это врачи. Мы сегодня говорим, что родителям сделать. Родителям что сделать? Температура, как правило, высокая. Температура является одним из проявлений интоксикации. И ребенок температуру может перенести по-разному. Кто-то и 39 переносит неплохо, а у кого-то и при 38,5 градусов появляются даже судороги. Это так называемые, есть такой термин, фебрильные, то есть судороги при повышении температуры, при лихорадке. Лихорадка, фибрильные судороги. Вот чтобы не дожидаться этого, потому что, конечно, любой родитель растеряется, когда будут судороги, то отечественные педиатры считают, что до 38,5 градусов, если у ребенка ранее не было судорог, то не надо снижать температуру. Если она выше 38,5, то надо снижать. На Западе даже считают выше 39, но мы все-таки, я считаю, что это правильно, после 38,5 снижать температуру. Но тут тоже, вот вызвали врача, врач не может сразу прилететь, проходит какое-то время. А представьте, когда, я понимаю, беспокойство родителей, когда ребенок болен, температура, это такое состояние ужасное, мама хочет чем-то помочь. И начинается вот то, что я не приветствую, и то, что приносит вред, это самолечение. Вот этого нельзя. Что надо сделать до прихода врача, чтобы не навредить ребенку? Вот я уже сказала, постельный режим, проветривание, питье обильное. И далее вы можете снизить температуру. Но как снижать температуру? Есть так называемые, вот тоже так терминологически называются, белая лихорадка. Лихорадка – это всегда повышение температуры выше 38,5 градусов. И красная лихорадка. Почему так называется? Вот при красной лихорадке ребенок весь горит, лицо красное, ручки, ножки горячие, одинаково, не только тельце все. Вот как тельце, так и ручки, ножки теплые или даже горячие на ощупь. И в это время вы можете ему дать и жаропонижающие, если вы, тем более, если были вот раньше там, такие вот проявления, как те же судороги или рвота на высокую температуру, можете дать. Родители обычно, когда повторно болеет ребенок, уже врачи говорят и даст. А лучше перед тем, как дать жаропонижающее, потому что, может быть, врач через 20 минут подойдет, это вблизи в зависимости от количества вызовов, да, и где находится ребенок. Скорую вызывают, скорая, вот тут надо дать должное, и я просто должна поблагодарить врачей скорой помощи. Практически во всех городах
к детям скорая помощь приезжает очень быстро. Поэтому вызвать скорую помощь, если вот так врач столько вызовов тоже не успеет, да, ко всем и быстро. И что надо сделать? Вот растирать. Можно растереть. Чем растирают? Либо, спиртом нет, спирт должен быть разведен. И даже водку надо разводить. Но вы представьте, может, какая быть реакция. Начинаете растирать комнатной температуры, такой озноб и такие неприятные ощущения. Поэтому, коли вы применяете именно при красной лихорадке, вот когда такая ситуация, как я сказала. Когда тельце горячее. Все горячее, и ручки, горячее. самое главное, ручки и ножки. Не только тельце, ручки и ножки, когда горячие. То вы разводите и водку, и прочее. И, знаете, не комнатная температура, что было, а теплая. Поэтому чем развести? Теплой водой. Вот и все. Не надо даже каких-то мудростей. И когда она в теплом виде, вот этим растирают. Можно положить смоченную водой, тряпочку менять постоянно на лоб. Очень хорошо реагирует. Можно даже растереть теплой водой. Смысл какой? Если вот красный ребенок, сосуды не сужены, и теплоотдача увеличивается, и ребенок охлаждается. И когда растираешь, то с поверхности еще более, так сказать, теплоотдача усиливается, и температура снижается. Бывает очень эффективно. Но если белая лихорадка, когда ребенок бледный, когда у него весь он горячий, а ручки и ножки холодные, ни в коем случае нельзя растирать. Это может еще вызвать, наоборот, такой обратный эффект и привести к таким последствиям нехорошим, негативным, как мы называем. Поэтому здесь не растирать. Сразу надо дать жаропонижающий, то в этом случае, но это врач решает, в этом случае вот при белой лихорадке врач не только дает жаропонижающий, но и дает сосудорасширяющий, ту же ножпу. Людмила Вячеславовна, давайте поговорим о печальных последствиях. В частности, вот нынешний грипп принес десятки смертельных случаев. Врачи часто говорят, что люди погибают не сколько от самого гриппа, сколько от его осложнений. Вот какие осложнения бывают у гриппа, какие считаются наиболее опасными? При выраженной интоксикации, родителям будет понятнее, страдают все органы системы, и прежде всего это мозг, сердце и так далее. Поэтому осложнения какие? Это пневмония наиболее часто, это менингит может быть, это может быть кардит и воспаление сердечной мышцы, это может быть поражение почек. И может даже дать надпочечковую недостаточность со всеми вытекающими последствиями и приводит к моментальному, это такое молниеносное, может быть, течение, приводит к летальному исходу. Вот поэтому иногда, знаете, слышишь тоже, я переболел уже несколько раз гриппом и ничего. Хорошо, что вы так легко достаточно переболели. А в принципе с гриппом не шутят ни в коем образом. Людмила Вячеславовна, вот известна группа риска в период гриппа: маленькие дети, беременные женщины, люди старше 65. Но вот очень много было смертельных случаев, о которых говорили в СМИ, когда жертвами гриппа становились люди самого активного возраста, 30-40. Почему так происходит? Как вы думаете? Вы знаете, вот это как правило, значит, не вакцинировались. Поздно начатое лечение, начали с самолечения. Начали лечить сами и привели к тому, что появление осложнений обратились. А осложнения, я говорю, чреваты таким последствием. Видите, какие грозные осложнения? Очень трудно справиться. И поэтому, а тем более вот группа риска, это всегда у этих людей именно снижен иммунитет. И там как никогда нужна, знаете, ранняя диагностика и своевременное, не просто адекватное лечение, а это может обеспечить врач. Поэтому могу посоветовать только обращаться к врачу. Вот, знаете, за мою практику я могу привести много примеров, когда занимались самолечением и становились либо инвалидами, либо даже теряли людей, кто занимался. Поэтому такая глубочайшая просьба. Вот все мои публикации, касаемые родителям, все мои советы родителям, они сводятся к чему? Никакого самолечения.